Как объединить Донбасс? Разговоры об этом ведут политики, эксперты, обычные люди с самого начала вооруженного конфликта в 2014 году. Особенно этот вопрос интересует жителей Донецкой и Луганской областей. Каков сценарий завершения конфликта, по мнению украинцев? Любовь Михайловна, переселенка из Горловки, переехала в Славянск в 2014 году и с тех пор помогает таким же, как она, пенсионерам, выехавшим с неподконтрольных территорий. В Горловке у женщины остались сын, невестка и маленький внук, большая четырехкомнатная квартира, все нажитое имущество. Ее семья разделена, но они не теряют связи друг с другом и надежды. Прежде всего, конечно, люди, находящиеся там, у которых нет возможности выехать, конечно, они хотят мира прежде всего. И хотят, чтобы, поскольку они являются гражданами Украины, чтобы все-таки страна их не забыла, правительство их не забывало, не выбросило. Они в данном случае они там живут и считают себя, в общем-то, обреченными и выброшенными. По данным исследования Кальмиусской группы, большинство украинцев поддерживают предоставление льгот для людей, приезжающих с неподконтрольных территорий. Абсолютное большинство, более 80% жителей Украины соглашаются, что нужно предоставлять льготы детям для поступления в вузы на українській території. Приїхала до нас делегація неурядових організацій з Грузії, які поділилися досвідом роботи з тимчасово окупованими територіями. І цей досвід говорить про те, що багато років грузинська сторона відмовлялася від комунікації з тимчасово окупованими територіями. Це була велика помилка. І нам вони настійливо рекомендують не переривати ці контакти, коммуникацию. По мнению жителей Донбасса, конфликт можно решить только мирным путем. Прежде всего, быстро и мирно. А какие должны этапы пройти? Наверное, сели за стол переговоров, все-таки, чтобы это решилось все в стадии диалога, а не военного конфликта. Что об этом говорит аналитика? По данным Кальмиусской группы, более 70% украинцев ожидают усиления переговоров и диалога для разрешения конфликта уже до конца этого года. Только не война. Хотелось бы, чтобы было все хорошо. Только переговорами. Только. Потому что воевать, убивать не стоит никого. Надо, наверное, договариваться как-то с народом, я не знаю. Ну, не воевать, по крайней мере. Форматом решения конфликта могут быть международные переговоры с привлечением США, европейских стран, Российской Федерации. Такой вариант тоже поддерживает порядка 60% людей, как и ведение миротворческого контингента. Некоторые политики и государственные деятели считают, что вернуть оккупированные территории можно по хорватскому сценарию. Ідеальний і робочий варіант для України, для вирішення цієї ситуації, це направлення миротворців. Ці миротворці приходять на чолі міжнародної перехідної адміністрації. В этом случае под контроль миссии перейдет вся территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей от линии разграничения до границы с Российской Федерацией. За 2 місяці всі ці незаконні формування іноземні мають покинути територію непідконтрольну українському уряду. Мирному завершению конфликта способствует Минский процесс. Его поддерживает около 55% граждан Украины. Формат переговоров с привлечением стран Европы и Нормандской четверки привлекает украинцев больше всего. Пока что граждане Украины больше склоняются к этому варианту при всем скепсисе, который есть в обществе к Минским соглашениям, опять-таки не к их сути, а к тому, что эти соглашения пока что, к сожалению, в части безопасности и разведения войск, прекращения огня не выполняются. Однако информационных кампаний о пунктах и основных тезисах Минского протокола для простых граждан недостаточно. Большинство украинцев знают, что это за документ, и в целом ознакомлены с его пунктами и положениями. Однако высказывают мнение, что не до конца осведомлены о порядке действия протокола, о последовательности и так далее. Единства общества в возможном сценарии дальнейшей судьбы неподконтрольных территорий пока нет. Украинцы точно не видят Донбасс в составе России. Против этого выступило более 90% опрошенных. А вот в каком статусе отдельные районы Донецкой и Луганской областей вернутся под контроль Украины, мнения разделились. Часть украинцев поддерживает автономию, часть считает особый статус поражением Украины или даже окончательным отсоединением территорий. Предоставление особого статуса неподконтрольным территориям – это
поражение Украины в этом конфликте согласны и скорее согласны 28%, абсолютно или скорее не согласны 66%, затруднились ответить 5%. Обеспечение автономии для этих регионов скорее или абсолютно согласны 43%, скорее или абсолютно не согласны 51%. Первый шаг к окончательному отсоединению территории от Украины скорее или абсолютно согласны 26%, скорее или абсолютно не согласны почти 70%. Согласно исследованию Кальмиевской группы, единство общества по какому-либо пункту из предложенных сценариев его просто не существует. Большинство опрошенных не согласны с заморозкой конфликта. Люди боятся, что Россия использует замороженный конфликт для дальнейшего раскола Украины. В то же время большая часть украинцев, 70%, выступают за ограничение полномочий неподконтрольных территорий на определенный срок. Они бы хотели какую-то более жесткую модель разрешения конфликта, но они понимают, что противостояние с Российской Федерацией, наверное, все-таки тяжело будет ее осуществить и без поддержки международного сообщества. Четко сформулированного мнения по этим вопросам нет. Один из пунктов Минских соглашений – включить в диалог все части общества. Преодолеть раскол поможет только компромисс. Какой из сценариев воплотится в жизнь, будут решать политики, а пока жители Донбасса надеются на скорейшее завершение конфликта и рассчитывают на внимание правительства к своим проблемам. Политика должна поменяться в отношении этих людей, хотя там программа уже есть такая, что давно выдаются местные паспорта, но однако никто не сдает свои украинские паспорта, и они желают вернуться, чтобы к ним вернулась, украинская власть.